Слава, привет. Подскажи, пожалуйста, если мне 30 лет и у меня совершенно нет желания иметь детей, то это для меня, как для мужчины, отклонение или нет? Просто понимаю, что это естественное растительное желание в человеке, но на текущий момент его как будто совершенно нет у меня. Может ли это быть связано с недостаточной внешней реализацией или до этого надо просто внутренне созреть? Ну, во-первых, что бы с вами ни происходило, друзья, это нормально. Это нормально. Раз это произошло с вами, раз это есть в вашей жизни, вы ощущаете это в своем теле, it's okay. Ну, значит, Вселенная имела это в виду. Значит, ну, так вот, в кавычках можно сказать, Бог хочет, чтобы вы прожили именно это прямо сейчас. Ну, раз это есть в вашей жизни, да, это же значит, что все вокруг сложилось именно таким образом. Поэтому стартовая точка, друзья мои, она всегда такая. Раз это есть, это не просто так. На это есть объективные причины, значит, это лучшее то, что может быть. И раз тело чувствует себя так, значит, это лучший способ, какой оно нашло, справляться с этим. Это пункт номер один. Да? Чтобы у вас не было неприятия своей собственной ситуации. Теперь пункт номер два. С чем связано? Ну, то есть, теперь, если мы хотим как-то ситуацию улучшить, нам надо понять причинно-следственные связи. Почему мужчина не хочет детей в 30 лет? Значит, рассматриваем процесс созревания. Удивительно, но процесс созревания в плане способности иметь детей через тело, например, да, он уже достаточно неплохо оформлен, наверное, годам, не знаю, к 13, к 14. Да? То есть тело уже может, насколько я помню, тело уже может иметь детей в этом возрасте. Вот. Вопрос просто, созрела ли психика настолько, чтобы ты стал отцом вот в таком возрасте? Конечно, нет. В современном обществе мы так не созреваем. Мы так не созреваем. И ты правильно, кстати, ставишь вопрос. То есть этого должно хотеться. Сказать, что ты созрел, можно будет в тот момент, когда ты осознанно этого хочешь. Осознанно я имею в виду, что ты не хочешь детьми заткнуть какую-то свою проблему. Да, там кому-то что-то доказать, откосить от армии, там, я не знаю, или что-то в этом роде. А что ты хочешь именно отцовства. Ты хочешь быть отцом маленьких малышей. Ну или там потом уже больших. Вот, если ты этого хочешь вполне осознанно, и это не является твоей попыткой как какую-то другую проблему этим решить, то да, то да, это ты созрел. Значит, почему мы можем не созреть? Я думаю, что твоя гипотеза про внешнюю реализацию верна, я с ней согласен. То есть, скорее всего, раз ты не хочешь, значит, ты не чувствуешь, что ты, ну, что это то, куда должно уходить твое внимание сегодня. Это значит, что твое внимание на себя оттягивает что-то другое. Может, денег мало, может, нет уверенности в будущем. Может, еще не чувствуешь, что внутренне состоялся как человек, и тебе есть что дать детям. Вот. Ну, то есть, надо смотреть. Надо просто найти, куда уходит твое внимание вместо этого. И это даст нам ответ. Почему именно нет? То есть мы увидим перекос. В этой области внимания не хватает, а в какой-то наоборот с избытком. Вот этот вот дисбаланс нам покажет, куда склонилась чаша весов. Так, хотела ли ты что-то еще узнать? Вроде нет. Вроде на все ответили. Ну, напоследок скажу, что сильно затягивать тоже не стоит. Почему? Ну, потому что вот так можно откладывать, там, не знаю, до 50 лет. А в 50 лет ты уже не так насладишься, как бы, не так насладишься отцовством, как ты бы мог там в 35, например, насладиться. Вот. Ну, то есть все-таки у природы есть на все свой возраст, и это тоже стоит принимать во внимание. Вот ты ведь вопрос почему задаешь? Потому что в тебе борются две силы. Ты уже видишь, что с одной стороны вроде как тело готово, ну и как бы и возраст, и может и уже и пора, там ля-ля-ля, да? А с другой стороны нет желания. Ну и ты очень правильный вопрос задаешь, типа, а почему нет желания, там, что происходит, да? Вот. Но это другая сторона, это что же твое желание? Вот это тоже надо иметь в виду, да? То есть твое желание идти в потоке, который
ну, который мы рассматриваем традиционно как более естественный. И это тоже желание, оно нормальное совершенно. Вот, и если оно вдруг начнет перевешивать, то ему тоже не надо сопротивляться. Оно тоже имеет свои корни, свою силу, там, свою разумность.